I'm Patrick Lancaster. Right now we're in the Belgorod region of Russia where there's intense fighting going on, and we are headed with Russian Special Forces to the border of Belgorod and Kharkov. Now we're going to be heading to frontline positions in Belgorod, and then also the plan is, depending on the situation, how the fighting is, we're going to be actually going into Russian military positions in the Kharkov region and showing you exactly what the situation is in both the front line of Belgorod region and Kharkov. Got a lot of important reports coming. Stick with us. Now let's have a talk with the Special Forces Akhmat commander here on the ground and see what the plan is. Я командир отряда спецназа Ахмат, позывной Батя. Доброе утро. Можно сказать, что план, что будет сегодня? Ну, едем работать на передок. Ага. Там по обстановке варьироваться. А так, сегодня у нас запланирована работа. Обычная, ежедневная, рутинная фронтовая работа, которая каждый день на фронте идет на всех участках фронта. Как я понимаю, мы едем граница Белгород-Харьков, да? Да, так точно. Ага, будет начало на Белгород и потом, да. И как обстановка, да? Да, так точно. Мы приедем на позицию, которая находится уже в Харьковской области. Ага. Ты чё, дебилоид, блядь? Какое оружие это? Это ИШ 16-го калибра, двухствольная. Стреляю дробью. Против птичек, FPV дронов эффективное оружие. Лучше нету. Это водитель, у него позывной Седой, давно работает, красавчик. Несколько раз был в подбитой машине, выезжал, вывозил людей. Настоящий мужчина, достойный мужчина этого мира. Это у нас боец с позывным «Рыба». Давно уже практически год на фронте. Тоже занимается по направлению, старшее направление. Работает постоянно на передке. Вот эти люди выполняют самую опасную работу на фронте. Это настоящие герои. Достойные мужчины этого мира. Настоящие защитники своей родины. И вообще красавчики. Как обстановка сейчас? Обстановка стабильно напряженная. И небо как? Ну, небо сейчас мы едем по сумеркам. Сейчас у нас короткий промежуток, пока мы можем проскочить. И этим пользуемся. Также противник то же самое сейчас делает. Когда переход от ночного времени к дневному, есть короткое окно, в которое производится ротация, снабжение подразделений и так далее. Что вы только сделали там? Рэп включил. Рэп. Ага. Не отвлекай его. Хорошо. Это рэп, да? Я когда за рулем, я не отвлекаюсь вообще. Ага, хорошо. Ты посмотри на дорогу, такая сложная для УАЗика. Даем команду, чтобы включили рэпы. Еще раз скажи, я рэп выключил. Коляску проходит. Заведи, шарма. Вон подбитая машина слева.
блокпосты. Это граница бывшая. Да, это бывшая граница. Сейчас будем заезжать на самый опасный участок на этом направлении. Сейчас по границе? Ну, сейчас, да, сейчас. Сейчас скажут тебя, предупредим. Увидишь, сейчас будут блокпосты. Заезжаем на самый опасный участок на этом направлении. Постоянно группа ГБР у нас в постоянном движении. И я еще раз повторяю, выполняют эти мужчины Вот. самую опасную. Поехали. Езжай, езжай. Патрик, приготовься выскакивать быстренько. Ага. Раз. Все, выпрыгивай, садись. Давай, чемодан сюда. провожать. Все, давай в салон запрыгивай. Давай, все, в салон прыгай. Все, поехали. Представляете, боец позывной «Небо» воюет с 22 года. Воевал еще в Луганской области под Северодонецком, штурмовал Северодонецк. Красавец-мужчина. Фронтовая специальность — оператор БПЛА FPV. Вот мы привезли, видишь, подарки. Вот, снимай. Это птички. FPV-шные. Камикадзе FPV, Так да? точно, да. Так точно. У нас тут до переднего края, до передних боевых позиций, ну, около 800 метров. Ну, получается, за ночь мы еще мавиком ночным сбили Бабу-Ягу, получилось у нас так. А, сегодня? Сегодня ночью, да, вот видео есть, все, вот у Куцы как бы работали, ночью дежурили, мониторили и, короче, сбили. Видео есть, все. Работать. Сейчас будем продолжать дальше кошмарить, получается, дронами. А так, это у нас подразделение FPV, постоянно работают. Разведка ведется непрерывно, да, ну, авиаразведка с средствами БПЛА. Вот. И как только движение видим у противника, сразу туда летят дроны. Вчера вот отработали артой, да, ты был. Ага. Вот. Постоянно это ежедневная, кропотливая, нудная, но так необходимая работа на фронте. Она с тем и в то же время она очень опасная, да. Ага. И как далеко они сейчас, украинский? Мы на Украине. Но как далеко они территории контролировать? Они позиции, как 800 далеко? метров, Ага. So, тут это Харьков. да. А мы сейчас от позиции противника 800 метров. 800 метров. 800. Ага. Ага. Понял. Так, все, давайте, опасно, уходим. Ага, и Светает. самое ближе, как город или как это, какая фронт это? Это Да, Харьковская. ага. Но Это Харьковская область. Волчанск или? Волчанск. Волчанск. Да. Как далеко Волчанск? Рядышком совсем. Ага, понял. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Kharkov region of Ukraine with Russian Special Forces. Right next to me we have Bata, is his nickname, a battalion commander from the Akhmat Russian Special Forces. And we're here at Russian military positions, going to show you what the real situation in the Kharkov region is and what the front line entails. Можно сказать, мы сейчас Харьков, да? Так точно. Как далеко Белгород, район? Границы. Как далеко мы от границы? От границы где-то порядка 2,5 километров. Ага. И как далеко украинские позиции? Ну, 800 метров. 800 метров. Ага. Понял. И примерно на фронт какой? Волчанск, да? Да. Ага. И как обстановка?
Обстановка всегда на фронте стабильно напряженная. Ну, постоянно противник пробует, там, ищет стыки между нашими подразделениями, ищет слабые места. Ну, у нас их, слава богу, нету. У нас налажено взаимодействие между разными подразделениями. То есть постоянно идет контроль и мониторинг вражеской территории. Да? И то есть при малейшем, только как мы снимаем малейшее движение, там, подготовку к каким-то действиям, сразу накрываем это все. И тем самым срываем все их планы. И сейчас что будет? Сейчас будем работать, обычная работа ежедневная. У нас есть там цели разведанные. И по ситуации мониторинг сейчас, вот в данный момент уже идет, да. То есть сейчас там группа БПЛА, наблюдатели, разведка, они наблюдают. Сейчас обычно там идет у них ротация, постараемся их поймать, если получится. Сейчас опасно время. Ну, сейчас вот рассветет, и все, будет самое опасное время. All right, so we got a lot to see today, a lot more reports, a lot of separate reports. Make sure you subscribe to my Substack. There's where so much more is going. And remember, a totally independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Let's go get some information. Можем покажи. Это, вы сказали, это какое оружие? Это ИШ-62 вроде, не помню. Произведено в городе Ижевске, 16-го калибра, курковочка. Знаю, что оно 67-го года. И до сих пор работает. И до сих пор работает, и причем идеально работает, и стволы в идеальном состоянии. Это один дедушка передал нам на фронт, чтобы мы работали против дронов этим ружьем. И почему, какая это дрон против дрона? Хорошо. Потому что оно стреляет как дробью, так и пулями. Но я заряжаю себе дробь, и при вылете дробь рассыпается, и зона поражения получается у нее больше. То есть 100% вероятности, что я в дрон попаду. Вот так. Не верит ничего. Здравствуйте. Командир группы FPV, позывной «Небо». И что твоя работа здесь? Моя работа состоит, и моя группа конкретно из ударных дронов, ребята работают на разведчиков. Почему мы находимся вместе? Чтобы сократить время до минимума, да? Допустим, он только увидел, мне хватает 15 секунд, чтобы у меня это второй номер вышел, выставил дрон, и мы уже в пути, начинаем работать. Почему мы скооперировались вместе? Допустим, чтобы не было ломаной связи, чтобы нас не могли, допустим, лишний раз даже прослушать. Мы быстро общаемся. Я только увидел, мы сразу полетели, начинаем работать. Сейчас я вам потом покажу много видов взрывчатки, какие у нас есть. Спасибо нашим дедам, они еще постарались, даже у нас есть большие очень запасы. Мы даже не дошли еще до новых, у нас есть даже с советских времен, 82-го года покажу все, какие штучки есть интересные. Представляете, насколько наши деды и прадеды постарались, что мы даже сейчас беззаботно можем даже работать. Самое безотказное, это советское. Я вам сейчас покажу, начиная с УДЗ, ЗТП, шнура, термобарами, какие накольнички работаем. Ну, есть много чего интересного. Ну, покажи, пожалуйста. В плане взрывчатки, допустим, вот. Это термобарический ТБГ-7Б. На 20 метров сжигает кислород, поднимает воздух. Ну, это просто беда полная. А это как который на ТОС, да? ТОС. Так точно, это маленькие ТОСы, термобарические, ТБГ-7Б, тоже советского производства, как и шнур советского производства. Это нам вот привезли
получается со склада шнуры, там упаковщики, это вообще еще с 82 года. Представляете, насколько хватает запасов, что даже сейчас мы можем работать спокойно, не доставая новое. А сколько еще нового уже произвели, да? Это зажигательная трубка промышленная. Это сделано специально, что ты когда на дроне прилетаешь, да, посадил, шнур горит ровно 5 минут. Я его посадил, допустим, на блиндаж, а враг начинает выбегать и смотрит: о, у него дрон не разорвался. Он начинает подбегать, то бишь я не сразу врезался, понял, да, он это взорвался. А он подбегает: что это там за хрень, у них дрон не разорвался. Он к нему начинает только подходить, и в этот момент он делает бух. Это очень серьезное Это оружие, очень да? серьезно, да. Поражающая сила очень сильна. Дальше что? Это осколочные, тоже весит 3,5 килограмма. Очень серьезно лупит. Это как АПГ, да? Да, только это получается и есть снаряды от РПГ. Но только это не морковка. Есть кумулятивные заряды, которыми мы бьем технику, допустим, да? Это обыкновенное, это вот это. Вот это Элька. Кумулятивный заряд — это то, что бьет до сих пор получается, то, что разработано, да, нашими дедами и прадедами, бьет всю новую технику, какая бы ни была поставлена Западом. Ага. Вообще, без разницы. Пробивает. Еще если грамотный пилот вдарит туда, куда надо, ну, машина просто останавливается. Машинное отделение под башню, под снаряды. Ну, все видели, как у западной техники начинает просто подлетать башни. Вот так и работаем, что защищаем нашу родину, наш дом, наше отечество. Ни шагу назад, только вперед. Россия мощь, победа будет за нами. Вот такие дела. Ну что? И общая на Харьковский область, как обстановка, как вы чувствуете? Ну, обстановка стабильная, напряженная, но все находится под контролем. Конкретно все находится под контролем. Всегда все мониторится. У нас помимо того, что есть разведка, допустим, тут, которая работает, да, с ударниками, у нас работает конкретно еще и дальняя разведка. Дроны, которые вычисляют, вылетают конкретно в тыл противника, вычисляют, да, 3 топора такие, да, есть же, вот, которые артиллерийские орудия. Все, кто стоит сзади, танки, кто в тылу находится. Также для поражения артиллерии и другими дронами, которые летают еще дальше. Допустим, как ланцеты, да, Ага. и вот такого. Для этого уже работают ребята. Так что, ну, насыщенность фронта очень большая. Ребят у нас очень много. Расчетов тоже. Это мы сейчас находимся на одном месте. По фронту раскиданы еще очень много расчетов подготовленных ребят, которые выпускались, допустим, со школы Ахмат. Я вообще первооткрыватель этой школы был, когда она только зарождалась. Я пришел на войну и начал обучение. Начинал с мавиков, закончили ударными дронами. Так что тут ребята все заряжены, все защищают свою родину, свое отечество. Враг не пройдет, а мы пойдем дальше. Это 100%. У вас есть это оптики? Оптоволокно? Да. Конечно, есть. Есть определенные позиции, которые работают на оптоволокне у нас, ребята, просто, чтобы не совмещать, не кучковаться. Вот это нитки, оптики. Так точно, оптоволокно. Мы сейчас сделали большой шаг вперед, летаем уже дальше, даже дальше, чем наш противник. До 40 километров у нас есть оптоволокно, которое тянется. 40 километров? Не, обманываю, до 30 километров, да. 30 километров нитка, 30, оптик. так точно, она как волос. Вау. Это одна из наших новых разработок, которые вот ребята экспериментировали, успешно там прошло, они в тыл там даже летали. А так основная, которая есть, она получается
10-15. Это вот, которые уже конкретно есть у всех. Но позиции везде разделены, допустим. Есть кто работает на оптоволокне, у них есть задачи, они бьют конкретно технику с рэбом, машины. Ну, а есть вот такие обыкновенные, которые до сих пор на радиоуправлении, которые бьют укрепы вблизи, да, там пехоту, которая мало защищенная рэбом. Потому что это же должно быть грамотное распределение. Зачем бить туда, тянуть оптоволокно там, где нету рэба? Смысла нету. Оптоволокном бьют технику. Здесь есть оптик? Нет, тут нет. Это позиция конкретно, которая работает по пехоте. Пехоте, укрепы, там, где мало защищенно от рэба. Ну, и тут есть, и, конечно, небольшая разработка, где даже и рэп нам, даже на радио не мешает пролететь. Потому что у врага тоже сосредоточенные на точках рэбовские позиции. Ну, хорошо, что у нас есть разработчики, которые придумывают нужные нам частоты, все время их меняют с одной частоты на другую. Никогда не стоим на месте, потому что враг же узнает правильно, на каких частотах мы летаем. Он начинает что? Подготавливаться к этому, выставляет рэп. Делает на таких диапазонах. И как я понимаю, сейчас украинские позиции как 800 метров, да? Да. Ага, и это Харьковский. Харьковское направление. Ага. Это Харьковский район. Да. Ага, понял. И как твой прогноз сегодня? Что будет? Что будет? Победа будет за нами. Не сегодня. Сегодня. Сегодня будет жарко. Да? Конечно. Ага. Это устроить проблем вообще не составит труда. Вы будете FPV сделать туда, да? А вообще все, что хотите. Можем им такую... Не, я не хотите. Показать, что Я не хотите. Нет, тут такой нету. Сегодня будет, не будет. Ведется непрерывная работа. Вот сегодня пацаны ночью сбили своим ночным дроном Бабу-Ягу. Просто на таран ее взяли. Ага. Вот так. Есть видео, даже покажут. А так, конечно, у нас непрерывная работа. У нас нету такого, что у нас нету. Все время ведется работа. Вот у нас, да, сколько птиц есть и сколько нам сегодня сейчас еще подвезли. То бишь у нас нету в нужды, что там у нас дронов не хватает или что-то. Поступает, есть все время дежурные дроны. Взяли. Чего вы тут? Присядь. Давай. Обычный день, сколько FPV вы сделаете на они? Сколько мы можем вдарить? Нет, обычный день, сколько По-разному, FPV? по обстановке. Так Да? точно, да. Ну, плюс 5, плюс 10. Да Ну, 10 это так. Сколько надо, потому что, Ну, бы каждый день сделать, да? да, то есть как только видим цель, отрабатываем. Если не можем долететь или цели не видим, тогда не работаем. Угу, понял. Да, так вот, видите же, есть запас, получается, вот вы заехали, нам еще привезли. И нет, у нас не пустует, все время идет круговорот, одни за другими. Цель увидели, ударили. Ага, за меня здесь сейчас ничего разницы, вы не сделали как шоу за журналисты, Не, да? обычная работа фронтовая, я же всегда говорю. Да, ага, Я, честно, между нами, Не- я вас, журналистов, не люблю, да, потому что вы... понял. Из-за вас нарушается привычный ритм работы, да, и в этом кроется опасность какая, то есть можем где-то не доглядеть, там где-то, ну, то есть может нарушиться весь ритм, можем сбиться, и, то есть в этом и есть главная опасность. Да, то есть там где-то не укладываемся по времени суток по безопасному там. Так точно, Ну, то есть чтоб разные проехать. варианты, да. Понял.
Хорошо, спасибо. Да не все особо любят, да, журналистов, когда приезжают. Да. Ну, потому что обычная работа, да, а потом надо дополнительные там... Не, это что я только хочу видеть, что правда, что обычная работа, ничего специального за меня здесь. А и мы ничего и не делаем, специальная работа. Спасибо. Спасибо большое. Можешь сказать, как план сейчас? Ну, планируем. Я пойду дальше там с обходом по позициям, да. А тебя оставляю на попечении вот ребят. Снимешь обычную фронтовую работу. Да, это простые будни. Мы каждый день так работаем. Каждый день. Изо дня в день. Я всем говорю, что фронт это ежедневная, тяжелая, кропотливая, нудная мужская работа, да. Это не героическая атака, хотя это тоже случается, да. Это построенная, продуманная, техническая в основном работа. И дальше, сейчас мы 800 метров, дальше я... Дальше мы сегодня не пойдем. В чем трудность? Противник заминировал тропинки, да, там, и выпал снег свежий, и просто разбросанные мины не видно. Да, в этом есть опасность. То есть сейчас будут работать у нас саперы там, ну и так далее. То есть будем это все ликвидировать. Понял. И сегодня я буду снимать FPV Ты и сегодня разведки, остаешься да? здесь, работаешь с ребятами. Вечерком мы тебя заберем. И сегодня будет опасно? Ну, по-разному. На фронте всегда опасно. То есть нету такого. Тут же и разведчики мониторят все время. Нету такого, что ты пошел, прогулялся как на улице. Они точно так же работают, как мы, да? И они работают от этой точки, да? Они вставают здесь и улетают? Мы ищем их, они ищут нас. Обоюдная работа всегда Но пока идет. эту точку, слава богу, еще И никто у нас, не у них нашел. есть еще запасная точка, да, и там у каждых специалистов, там, у ИФВшников 2-3 точки запасных, у БПЛАшников 2-3 точки запасных и так далее. То есть постоянно точки меняются, взлета, работы, чтобы противник не обнаружил. Понял. So, спасибо. All right, so we've shown you what the situation is getting to the Kharkov region of Ukraine in the Russian Special Forces positions. And we're going to end this report here. We've shown you the situation here on the ground, but now we're going to start another report of the actions of the Russian Special Forces Akhmat kamikaze and reconnaissance drones. So make sure you subscribe to get the notifications of that upcoming report. So we've got a lot more here on the front line to film, and make sure you subscribe with us and also subscribe to my Substack, because there's going to be so much more information going out there. And remember, totally independent crowdfunding journalists. Support my work with the link on the screen or in the description. It's a dangerous situation. We've got a lot to come. Let's get some information.